Привет, друзья! Добро пожаловать в новое видео. Если ты тут впервые, то давай знакомиться. Меня зовут Жека, а это мой родной город Мариуполь. На этом канале мы каждую неделю обсуждаем человеческое счастье. И вот они 8 компонентов, на которых строится наше счастье. Ну, а если ты давно уже со мной знаком, то спасибо тебе большое, что ты смотришь мои видео, ставишь лайки. Я это очень ценю, правда. И особая благодарность тем, кто участвовал в конкурсе, о котором я говорил в прошлом видео. Ссылка вот в углу экрана. Результаты будут объявлены в конце этого видео, поэтому, возможно, ты станешь победителем и обладателем вот этого фитнес-браслета. Ну, а тема сегодняшнего выпуска будет первый компонент счастья – это сон. И в первой части видео мы обсудим причины возникновения бессонницы. Даже если ты не страдаешь бессонницей, тебе стоит посмотреть это видео для того, чтобы сделать свой сон более крепким. Во второй части видео я поделюсь советами о том, как крепче спать. И в заключении мы обсудим, как сон влияет на наше счастье. От качества нашего сна зависит качество нашей жизни, поэтому если мы будем регулярно и крепко спать, то наше счастье будет всегда на высоком уровне. Давай начинать, приятного просмотра! Если честно, причин, почему мы плохо спим или вообще не спим, очень много, начиная от физиологических, заканчивая психологическими. И самая распространенная причина – это смещение графика сна, которое чаще всего происходит с приходом выходных. Я думаю, каждый может увидеть себя в следующей ситуации, когда в воскресенье в 12 часов ночи мы не можем никак уснуть, хотя нам нужно в понедельник в 6 утра вставать. В итоге от беспокойства, а также от голубого света телефона, который стимулирует наш мозг, мы еще 2 часа ворочаемся и в лучшем случае засыпаем в 3 часа ночи. И после этого на следующий день мы просыпаемся разбитыми, и нам требуется еще несколько дней для того, чтобы восстановить свой режим сна. А с приходом пятницы мы снова не спим до глубокой ночи, вследствие чего в субботу и воскресенье мы спим до обеда, а в воскресенье ночью снова не можем уснуть. Это какой-то день сурка получается. Если ты хочешь определить идеальное время для отхода ко сну и пробуждения, посмотри вот это видео, там есть тест, который тебе поможет это сделать. Вторая самая распространенная причина – это кофеин. Некоторые люди думают, что кофеин действует всего лишь 2 часа. На самом деле это очень глупый миф, и кофеин работает на протяжении 8 часов. И на протяжении всех 8 часов он блокирует выработку мелатонина, это гормона сна. И поэтому мы либо вообще не спим, либо спим поверхностным сном, который не такой эффективный, как глубокий сон. Если хочешь узнать больше информации о циклах и фазах сна, можешь посмотреть вот это видео. Третья причина – вечерний спорт. Когда мы занимаемся спортом, в нашем организме вырабатывается допамин, адреналин и эндорфины, которые стимулируют наш организм. Поэтому вечерний спорт может стать причиной не только бессонницы, но и поверхностного сна, после которого на следующий день чувствуешь себя уставшим. Четвертая причина бессонницы – это незаконченные задачи. Крепкость нашего сна прямо пропорционально зависит от нашей производительности. Если мы выполняем свои задачи вовремя и в срок, то мы крепко спим. Но если срок проекта или задачи уже вышел из-под контроля, то наш мозг будет гиперактивным именно потому, что есть незаконченные задачи. Поэтому наша эффективность влияет на качество сна, а качество сна влияет на нашу эффективность, а также удовольствие от жизни.
Самый крутой совет, который лично мне помог крепче спать, это ложиться и просыпаться в одно и то же время. Наш организм является частью природы, которая живет и работает по определенным правилам. И у нашего организма тоже есть свои биологические часы, которым следует придерживаться. Второй совет, который я ежедневно практикую, утром выбираться на улицу. Солнечный свет даже в самый пасмурный день останавливает выработку мелатонина, гормона сна, и запускает секрецию серотонина, гормона счастья. Поэтому даже 10-минутная прогулка утром повысит настроение днем и улучшит твой сон ночью. Следующий совет – почитать книгу перед сном. А замечали ли вы, что дети спят крепче, чем взрослые? Это все потому, что у детей очень сильно развито воображение, а взрослые чаще пользуются логической частью мозга. Так вот, чтение книг останавливает логическую цепочку мыслей и запускает наше воображение и помогает намного быстрее уснуть. И тут уже совсем не важно, как вы быстро и эффективно читаете эту книгу. Самое главное, чтобы она запустила ваше воображение для того, чтобы остановились ваши страхи и беспокойства. Кроме этого, для активизации творческой части мозга помогает послушать подкаст или аудиокнигу. Самое главное, чтобы телефон при этом был выключен, чтобы наши глаза не видели голубой свет. Следующий совет для крепкого сна – это начать планировать следующий день с вечера. Это очень мощный совет, который помогает убрать все ваши мысли и планы из головы на бумагу. Самое главное – это записать эти планы ручкой на бумажке. Такими же свойствами, как и чтение книг, обладают медитации. Кроме этого, медитации помогают расслабить тело и успокоить свои мысли. И в конце, наверное, самый приятный совет, которым я очень часто пользуюсь, это принять горячую ванну. Горячая вода понижает температуру тела, что повышает шансы на то, что ты быстро уснешь. При этом можно включить расслабляющую музыку, зажечь свечи и просто насладиться моментом. Я уже не один раз говорил, что считаю сон самым важным компонентом счастья. У нас может быть самая лучшая работа в мире, и мы можем жить жизнью своей мечты, но всего лишь одна бессонная ночь может сделать нас несчастными. Давай посмотрим на это с научной точки зрения, на взаимосвязь между сном и нашим счастьем. Самое первое и самое важное, о чем стоит поговорить, это про гормон роста, так называемый HGH, который в организме вырабатывается во время сна. Так вот, этот гормон вырабатывается только лишь с 10 вечера до 3 часов ночи и только на стадии глубокого сна. Этот гормон придает нам большое количество энергии, а также продлевает молодость, а согласно научным исследованиям, более энергичные люди более счастливые. А если ложиться спать, например, в 3 часа ночи, то можно вообще не получить этот гормон, при этом чувствуя себя на следующий день уставшими, ускоряя процесс старения. Второе, о чем хотелось бы поговорить, это во время глубокого сна происходит реструктуризация мозга, то есть информация, которую мы получили за предыдущий день, раскладывается по полочкам. Если мы получили достаточно глубокого сна, то на следующий день наша голова более ясная, и мы склонны принимать более эффективные решения. А если же мы не получили достаточное количество сна, то нарушается работа исполнительного центра, который находится во фронтальной части коры головного мозга, который отвечает за аналитическое мышление и креативность. И третье, во время сна организм обогащает наш мозг глюкозой для его нормальной работы. И если мы не досыпаем, то фронтальная часть коры головного мозга получает на 15-20% меньше этой глюкозы. Поэтому на следующий день возникает желание скушать что-то сладенькое для того, чтобы восполнить этот недостаток. Вследствие чего сладкое может повлиять на перепады энергии, а также настроения, и кроме этого это может повлиять на нашу фигуру и здоровье. Помимо всех перечисленных преимуществ, согласно Википедии, гормон сна мелатонин – это хороший антиоксидант, который обладает антистрессовым и противоопухолевым свойством, который еще и повышает иммунитет. Я очень надеюсь, что всех этих примеров достаточно для того, чтобы понять, что здоровый и полноценный сон оказывает очень большое влияние на наше счастье.
уже мое третье видео про сон, и кто-то может подумать и сказать, что ты заладил со своим сном, все мы и так знаем, как правильно спать. В теории да, но на практике я очень часто вижу, как мои друзья пренебрегают простыми правилами и пьют чашечку кофе на ужин или занимаются спортом после 7 вечера. Если вы, например, ложитесь в 11 вечера, то последний кофеиновый напиток должен быть до 3 часов дня. А это не только кофе, это чай, черный, зеленый, кока-кола и пепси. А спортивную активность лучше закончить до 7 вечера. В противном случае вы не получите достаточно глубокого сна и не будете счастливыми на следующий день. Ну хорошо, а теперь пришло время определить победителя конкурса, о котором я говорил в начале видео. Напомню, что в прошлом выпуске у меня в гостях была очаровательная Лена Семенова, и всем участникам конкурса мы задавали вопрос, какая часть тела мужчины, по мнению Лены, самая сексуальная. Все молодцы, кто участвовал, лично я извлек очень много из этого конкурса, но единогласным победителем сегодня становится Светлана Кордей. Света, поздравляю, твой ответ был самый близкий к тому, что сказала Лена. По мнению Лены, самая сексуальная часть мужчины – это его ноги. Может быть не такие, может быть вот такие. Света, еще раз поздравляю, я с тобой свяжусь для того, чтобы тебе передать твой браслетик. А всем остальным спасибо за участие, возможно, тебе повезет в следующий раз. Я был очень рад, что вы провели это время со мной, но пора прощаться. Увидимся в следующем видео, пока!